Здравствуйте, дорогие слушатели! И снова с вами ваш любимый подкаст «Просто о сложном». Я начал этот подкаст с мыслями, что очень много тем я затрагиваю, и это неподдельно, мне действительно эти темы очень интересны. И одна из тем, которые, кроме технологий, путешествий и чего-то еще, меня очень интересует, это мои коллекции. Их много, что я коллекционирую, что-то я коллекционирую очень плотно, это так как музыка, и когда-нибудь к этому вернусь и расскажу про мою музыкальную коллекцию винила. Но также у меня есть одна страсть, и эта страсть у меня идет прямо с детства, это коллекционирование ножей. Как вы знаете, уже на моем подкасте вышло 3 целых выпуска про ножи. Это 2 выпуска про мою коллекцию, а также один выпуск про то, как я за ними ухаживаю, как я их затачиваю. И как я вам и обещал, при поступлении в мою коллекцию каких-то новых ножей, режущих инструментов, можно так сказать, которые пойдут тоже в мою коллекцию, я буду рассказывать по мере возможности про эти приобретения, про эти ножи. Но я также вас снова предупреждаю, что рассказывать я буду это просто о сложном. То есть я не буду вдаваться о том, каким образом делают ту или иную порошковую сталь. Я не буду вдаваться в какие-то совершенно сложные наименования и какие-то сложные аббревиатуры. Я буду просто вам освещать мои личные предпочтения и то, как я ощущаю тот или иной предмет, или в данном случае нож. Так вот, что случилось. На данный момент я в командировке, на контракте, в путешествии, и так получается, что я по этой работе постоянно захожу в Соединенные Штаты Америки. Целых 4 порта мы посещаем. И уже даже перед этим, как отправиться туда, я подумал, слушайте, а ведь в Латвии хоть и есть магазин ножей, где я приобретаю ножи и заказываю, и есть некоторые другие магазины, где есть ножи, но будем так говорить честно, что не все эти ножи такого высочайшего качества для коллекционирования ножей и не тех фирм, которые бы хотелось приобрести. Некоторые ножи, конечно, можно приобрести, они существуют и есть у нас в Латвии. Я не говорю сейчас о том, какие это цены, я говорю сейчас вообще о существовании таких ножей. Но есть некоторые фирмы, которые считаются очень популярными в мире ножеманов, которые в Латвию по каким-то причинам не завозят и вообще редко очень вывозят за территорию Соединенных Штатов Америки. Почему США меня заинтересовал? Потому что США вообще ввело такой вот культ коллекционирования ножей уже очень давно. Там, имея нож, как выражаются, на кармане, это нормально. То есть, когда у мужчины, у парня есть ножик, или ему отец подарил ножик, или он купил свой первый ножик, он его носит на кармане, это как бы считается стиль, культура. Я не знаю, пока не изучал, откуда это пошло, но я знаю, что в Соединенных Штатах о ножах много знают. Также там проходит очень много ножевых таких фестивалей, конференций. Я мечтаю когда-нибудь попасть на нее. Там есть такой статус или не статус, можно сказать, людей. Это как ножевые дизайнеры. И поэтому в Штатах ножи и ножевые компании, они одни из самых топовых. Если не сказать больше, они топовые. Если взять немецкие компании, то, допустим, та же компания Беккер, которую я очень уважаю тоже, и у меня есть в коллекции не один такой ножик, она считается таким, ну, среднесегментным, так сказать, и она выпускает некоторые модели, но они не настолько достаточно хороши, чтобы их иногда даже включить в коллекцию, даже в такую скромную, как у меня. Я не обладаю бесконечными финансовыми возможностями, чтобы это сделать. Но есть 3 фирмы в ножевой индустрии и 3, так сказать, столпа, можно сказать, ножевой индустрии, одни из основных. Это, допустим, это все 3 американских фирмы, которые, ну, как бы так сказать, приобретая их, ты переходишь на следующий уровень коллекционирования ножей.
Долгое время я облизывался на эти фирмы. Я смотрел. Одна из фирм просто, она даже для предзаказа или для присылки в Латвию была невозможна. Две фирмы других можно было купить, но, честно сказать, в Латвии была настолько большая сумма за них запрошена, что когда я знал оригинал, я все собирался купить, но никак не мог себя на это сподвигнуть, потому что это следующий уровень. Снова не говорю о ценах, но цены, поверьте мне, за нож не очень маленькие. Так что же, о чем же я сейчас хочу рассказать в плане этих ножей? И наконец-то свершилась моя мечта. Я сначала заказал один нож, который я очень мечтал и который невозможно заказать в Латвии и купить. Я его заказал, и мне подтвердили, да, заказ будет исполнен, ваш агент вам его привезет. А потом я подумал, слушайте, так у меня наравне с этим еще есть два ножа, о которых я мечтал. То есть 3 фирмы, и все 3 фирмы выпускают некую топовую модель, которая как бы выделяет этот нож в этой фирме. Это как бы визитная карточка этой фирмы, будем так говорить. Это как бы нож из этой фирмы. Если ты эту фирму знаешь ножей, то ты как бы коллекционируешь ножи, и ты чуть ли не обязан иметь эту модель. Так вот, что это за фирмы и что это за ножи? Сегодня я вам представлю во внимание 3 наиболее современных и наиболее интересных фирмы Соединенных Штатов Америки. Это фирма Zero Tolerance, это фирма Microtech и это фирма Benchmade. Это 3 фирмы, которые зародили такую вот как раз идею коллекционирования ножей, которые, имея хороших дизайнеров, принесли очень хороший, так сказать, вкус к ножам. И эти 3 фирмы выпускают ножи такие, о которых я мечтал, которые совершенно, будем так сказать, это как хорошая машина для комфортной езды, допустим, какое-то Audi очень мощное и красивое, и в то же самое время можно приобрести тоже машину и тоже такую же дорогую, к примеру, какой-то гоночный болид типа Lamborghini. То есть машины могут быть даже примерно одинакового ценовой категории, но совершенно разные по эстетике и совершенно разные по использованию, как, допустим, Lamborghini и Ferrari, то же самое. Тут точно самое получилось. У меня получилось так, что эти все ножи, они все мне очень дороги, но какие-то из ножей пойдут мне в коллекцию под стекло, какие-то ножи я буду использовать. Об этом сейчас я вам буду рассказывать. Итак, начнем мы с самой моей большой мечты, которую я очень мечтал купить и которая мне очень-очень нравится. Это фирма Microtech. Вот в такой коробке они поступают. Это фирма, которая давно уже занимается выпуском ножей, а выпускают ножи только под брендом, что выпущено в Соединенных Штатах Америки. Мало того, что это я мечтал об ножах, они как бы икона ножей фронтального выкида. Мало того, что я мечтал приобрести именно Microtech Ultratech, но мне еще понравилось, что я смог достать нож. Один из последних я купил. Это Signature Series. Это нож, который выпускается уж точно вручную, собирается вручную. Вот я вам сейчас покажу, что находится в середине самой коробочки. В середине коробочки находятся вот такие всякие материалы. Там была наклейка тоже, я тут же ее наклеил на одну из своих вещей. Это термос для моего любимого напитка мате. Идут разные брошюрки, в которых рассказано об этом ноже. Упаковано достаточно просто. Вот так вот, так сказать, проставочка такая. Но что очень в этом упаковке тоже для меня ценное. Я это тоже, естественно, не выброшу. Нож упакован в такую пленку, и на пленке нанесена печать и роспись, оригинальная, не напечатанная роспись мастера, который натачивал и собирал этот нож.
То есть это на уровне как бы швейцарских ножей. Что еще в этой интересной модели? На ручке, вот здесь вот, Signature Series, это как раз стоит роспись именно мастера, который собирал и который делал этот нож. Этот Signature Series отличается тем, что цвет, вот видите, клипсы, которая достаточно глубокая, здесь вот уходит на стеклобой, будем так говорить, а также вот такие вот хорошие, интересные такие вот закрутки, которые тоже такие особые, их просто так простой отверткой не откроешь, а также нанесена такая как бы треугольнички в разные стороны, если вы посмотрите внимательно, да, которые не дают гриповать, ну, очень хорошая, очень цепкая ручка у этого ножа. Также сам курок для выброса или наоборот спрятывания лезвия тоже такой copper, то есть он как бы бронзовый такой сделан. Что можно отличить в этом ноже? Это механика, конечно. Механика для ножа, который выбрасывается вперед, она просто фантастичная, можно играться им и играться. То есть ни с чем не сравнить, то есть ты как бы нажимаешь, там пружина натягивается, потом он, слышали, как он выбрасывается? Я сейчас около микрофона это прямо, сейчас я прячу его. Лезвие танта, почерненное снизу. Острота ножа настолько сильно хорошая, что, честно сказать, им можно бриться. Не буду вам говорить о типах стали или о чем-то еще, вот с таким вот спуском, видите. Этот нож настолько легкий, что его вообще не ощущаешь. Естественно, есть для темляка вот такая вот как бы подвесочка, куда можно вешать. Но я даже не думаю этого делать, потому что для меня этот нож сам, вот он весь алюминиевый тоже, полностью. Он как одно произведение искусств. Просто как произведение искусств. Его где хорошо одеть? Он вроде бы агрессивный. Если вы знаете, он снимался, этот нож, в фильме «Джон Уик». И вот Джон Уик именно использовал, это его нож, Microtech, Ultratech. Он также подходит, допустим, как джентльменский нож куда-то в костюм середину положить. И эффектно вытащить, обрезать, не знаю, карандашик заточить. Правда, он слишком дорог для того, чтобы его держать, просто заточить карандашик. Но если где-то такой нож достать чисто для виду и чисто красиво, он, конечно, очень-очень красиво сделан. Он настолько точно сделан, настолько точно заточен, вообще до микромиллиметра. Я не знаю, как это еще выразить. То есть его сборка, и даже несмотря на то, что это фронталка, минимальная такой как бы люфт самого лезвия. Я еще к нему вернусь потом, когда буду делать заключение по всем трем ножам. Но скажу, что мечты сбываются. Закрываем его, открываем, закрываем снова. Можно так играть бесконечно. И переходим, так сказать, к следующему лоту. Сейчас вы будете удивляться, но следующий лот совершенно не похож на предыдущий. Это нож компании Benchmade, Claremore. Это их, так сказать, визитная карточка этого ножа. Сейчас я открою его. Он упакован даже немножко побогаче. Вот такая коробочка с таким вот прослоечкой такой. И сам нож не как Microtech находится в полиэтилене, а вот в такой красивой, сделанной, так сказать, штучке. В отличие от немецких ножей, которые стоят гораздо дешевле, американцы почему-то не заморачиваются в упаковку. Тут не встретишь каких-то красивых кейсиков и так далее. Тут встретишь такой нож,
от которого ты просто будешь получать высочайшее эстетическое удовольствие. Теперь про этот нож. Этот нож, именно вот этой модели Claymore, я действительно облизывался, чтобы я, как и Microtech тоже в принципе, я облизывался примерно 3-4 года. В Латвии их купить, конечно, можно. TPM порошковая сталь применяется здесь. Тоже собран в Америке. Тоже автоматический. Но автоматический нож, он чем еще интересен? Он как бы олицетворяет фирму Batchmate. Так бы сделал визитную карточку. У него даже есть такая вещь на самом ноже, кроме того, что ручка, простая ручка, ничего особенного. Впереди, если видите, есть такие азбука Морзе. Что это такое? Оригинал вообще-то этого ножа делается такой, как бы болотно-зеленый. В принципе, я заказывал болотно-зеленый оригинал и так далее, но, к сожалению, тогда этого ножа не было в наличии. Поэтому их раскупают очень быстро. Их на кармане в Америке носят очень многие люди. Вообще этот нож применяется до сих пор морскими котиками Соединенных Штатов Америки. Они поставляют их в американскую армию. Может быть переделанный, может такой-то. Существует 4 разных модели. Модель с обычным лезвием, вот как пика. Модель танта, обратной танты нету. И потом эти же две модели есть с серейтором или без серейтора. Да? Честно сказать, когда этот нож поначалу я увидел, если не держал в руках, я почему-то думал, ой, какой огромный, большой нож, интересный. А когда его берешь в руки, мало того, что ручка, прямо такое ощущение, сделана по анатомии руки. Вообще полностью, очень сильно как бы под изгиб, когда ты берешь нож в руку. Он настолько легкий, что я сначала, когда его взял, я даже вздрогнул, думаю, господи, что ж он такой легкий-то? А зачем он тяжелый? Он не нужен легкий, если он применяется действительно какими-то бойцами, если он применяется где-то в походах и так далее, он не должен быть тяжелым. Вес большой только утяжелит ношение этого ножа. Он автоматически, сбоку у него вот эта вот кнопочка, она с насечкой, чтобы ты это и не, чтобы нажать ее и открыть его. А также есть предохранитель, который, когда не видно красного флажка, ты на него нажимаешь, видите, нажимаю, нож не открывается. Для того, чтобы он открылся, надо сделать, чтобы был виден красный вот этот флажочек, вы видите, да? После этого, когда идет нажатие, идет, по-другому это не скажешь, прямо выстрел лезвия. Слышали? Снова. Нож серейторный, с черным напылением, очень хорошо сведен. Вот тут серейтор. Впереди он как вот эта танта. И прямо вот даже кончиком и так далее ты можешь что-то отрезать или что-то заточить, или что-нибудь сделать. Не говоря уже о серейторе. Если что-то хочешь прямо жестко отрезать или отпилить, он тебе, конечно, поможет. Клипса достаточно глубокая. На клипсе нанесен бабочка, знак самого Batchmate. Нож очень интересный, очень харизматичный. Самое интересное в нем что? Ты когда его берешь, вот видите, вот прямо вот рука прямо вот, она прямо ложится в него. Вот он. Он прямо так и ложится. Ты прямо можешь что-то им делать. Или ты его перевернешь, у тебя палец прямо четко сюда вот ложится, и ты можешь его использовать. Рассказывайте сказки для чистки яблок или для нарезки колбаски. Такой нож вы используете. Его, конечно, много где испытывают, используют и так далее. Я это не буду. Вы можете посмотреть много видео, как другие его мучают. Его тоже, если честно сказать, в открытом состоянии можно красиво держать на полке. Он сам эстетически достаточно красивый нож. Очень интересный нож. Это значит компания Batchmate и нож Claymore.
Закрываем его, ставим на предохранитель, на некоторое время отставляем в сторону. И теперь последний нож. В принципе, об этом ноже я хотел бы поговорить или не поговорить, потому что сам дизайнер, Ник Онион, он мне очень-очень нравится. У него интересные есть решения. Ну, не говоря, у меня этих ножей нету, а дизайнера, допустим, Сикорский, такой дизайнер ножевой, он мне тоже нравится, но пока у меня от него нет ножей. Вот Onion, он интересен тем, что он делает больше не только практичные ножи, ну, ножи сами удобные по анатомии рук и так далее. И вот этот нож, эта серия, это 0,350 серия ножа от Zero Tolerance. Это как бы визитная карточка. Одно время я хотел купить Tiger Strap, то есть когда лезвие само белое-черное, белое-черное сделано напылением, но так я сейчас, вот когда заказывал, его не было, к сожалению, взял то, что было. Притом, ну, я бы готов был даже и заплатить. Тут вообще по-простому. Потом мы вернемся, и я прям даже расскажу, в чем там простота и так далее. Поставляется вот такой вот коробки, с одной стороны большая, тут сразу видно американский флаг. И если взять, допустим, Benchmade и Microtech, ну, в основном американцы, конечно, знают фирмы, Microtech знают увлекающиеся, то Zero Tolerance знают, мне кажется, все. Это как бы у американцев must have на кармане такой ножик. Давайте посмотрим, как он упакован. И тут совершенно интересно. У него вообще коробочка, и в середине по китайской версии он засунут в такой вот мешочек. Я не выбрасывал, когда он пришел. Там еще что-то есть. Сейчас, секунду, посмотрю. Scan for information, да, который рассказывает про этот ножик. Ну, про него вы и про его технические характеристики и так далее можете посмотреть много очень выпусков. Я вам просто рассказываю о том, о чем, ну, наверное, многие или расскажут, или не расскажут. Поставляется в простом таком полиэтиленовом. Ты, когда заплатил за этот нож, потом думаешь, что такое? Что, последнее что-то тебе прислали или коробки не досталось? Нет. Zero Tolerance не заморачиваются. Бросают вот так. Притом собирается это в Штатах. Все 3 ножа собираются в Штатах. Все американские модели. Что за ножик? Положим эту штучку назад. Вот он ножик. Он уже не автоматический, но он с ассистом. Что такое ассист? Я уже говорил один раз в моем подкасте о ножей. Здесь стоит в середине такая пружинка, которая помогает, если ты нажал, допустим, открытие за плавник, может быть, или открытие за вот этот вот шпинек. То есть и так можешь открывать. Оп, ты только немножко нажал, и нож вылетел. Вот он такой интересный нож. Когда вы его смотрите, у него клипса 4-позиционная, в отличие от этих ножей. Так, на Benchmade 2-позиционная, на Microtech можно клипсу с одной стороны просто на другую переставить. Нельзя. Тут на однопозиционная клипса, а здесь вообще 4-позиционная. Пока я здесь ношу, у меня и ключа нет, чтобы переставить, и я уже привык. Клипса средней глубины, на ней нанесено ZT. Нож, если взять, вот он, прошлый Benchmade, и этот, вроде бы вот этот нож, и сейчас я его открою снова, Benchmade, смотрите, он немножко, ну, будем так говорить, побольше даже по лезвию. И сама вот этого. Но, если взять его и сравнить по весу, вот это вот просто складной ломик. У меня есть, я вам показывал складной ломик дома от Бекера. Ну, там совсем ломище. Там даже в карман, когда вешаешь, он отвисает руку. Там он вообще брутальный. Этот нож тяжелый, тоже простая микарта. С очень интересной насечкой. Его взял в руку, он... Как они так эту насечечку сделали мелко, но он вообще не выскальзывает. Он такой прямо цеплючий. Что в этом ноже нравится? То же самое. Это эргономика самой ручки. У меня рука средняя. Когда я беру в руку, он прямо для меня сделан. То, как он продуман.
то, как работает сам ассист. То есть, несмотря на то, что есть ассист, я могу закрыть одной рукой. Я могу его открыть с помощью шпинька. Я его могу открыть с помощью плавничка. Щелчок мощный. Не то, что не миллиметра, как и в бэчмейте, так и в этом. Доли миллиметра нету люфта. Я, правда, им там банки не раскалывал и так далее. Тут очень хорошая, да, ну, 0.350 серия, ладно. Чем еще Military Runs интересен, что это Kai Industry, большая очень корпорация, в нее, кроме, кто не знает, входит Zero Tolerance и ножи более попроще, которые более такие, сейчас их стали выпускать, более EDC ножи для Everyday Carrying, это Kersh. Керши я вам тоже показывал, тоже интересные ножи выпускают. Но мое мнение, когда я взял вот этот ZT-шник, первый это у меня Zero Tolerance нож, он прям супер такой ломый, практичный очень сильно. Это нож действительно на каждый день что-то ковырять, что-то там это. Ну, если вы не боитесь за его цену, мне кажется, он многое может выдержать, очень прочный, очень мощный. Смотрите, какой у него ломовитый клинок. Клинок, конечно, не очень длинный. Я люблю большие клинки, но это тебе не лизон. Все равно очень интересный клинок. Теперь давайте поговорим о том, вот 3 ножа. И теперь поговорим и сделаем выводы и плюсы и минусы по этим ножам. Будем так говорить. Смотрите. Мечта Microtech сбылась. Я смог купить Microtech Ultratech. И теперь, если мне скажут: Вадим, а ты не хочешь там приобрести даже по более дешевой цене фронталочку от Microtech, ну только другую какую-нибудь? Вы знаете, наверное, нет. Почему? Потому что все же я считаю, конечно, в костюм там положить, карандашик понтово порезать, я не знаю, колбаску бы я даже не стал им резать. Может быть, и стал, если был бы очень голодный. Карандашик почистить там, что-то там легенько подковырнуть. Он вообще не практичный, он не выглядит практичным ножом. Хотя он просто эстетика. Тут не про практичность, тут про эстетику. То есть тут как раз-то коллекционирование, тут как раз-то вот нож, который ты поставишь под витрину, тебе открыв, поиграв, ты снова его положишь, тебе не будет стыдно показать. Ведь вы, допустим, кто-то коллекционирует холодное оружие, сабли, они же с ними не разгуливают, они просто эстетично у него висят или под витриной лежат. Так и здесь, он, ну, очень, еще раз показываю, красивый, очень красиво сделан. Конечно, иногда, если одевая костюм дома, я захочу взять с собой ножик, почему бы и нет? Я его возьму, он произведет эффект вау. Но если вы хотите практичность, это не про Microtech. Про Microtech, я думаю, практичность это ножи типа MSI RAM. Этот ножик не просто не про практичность, этот ножик, ну, он очень красивый, поверьте. Вот просто держать, бывают вещи, которые ты покупаешь, они не про практичность. Я даже видел такие ручки, которые, мне нравятся перьевые ручки, которые... Перьевая ручка, согласитесь, не про практичность. Перьевая ручка это про обладание таким интересным аксессуаром, это мягкость писания и так далее. Но постоянно там заправлять и так далее, ну, не всегда это практично. Также лучше взять, допустим, шариковую ручку. Но есть вещи, которые ты действительно хочешь иметь как практичные, не практичные, а красивые, обладать ими. Это вот, допустим, нож от компании Microtech. И более того скажу, он у меня будет сохранен в коллекции обязательно с его вот этой вот коробкой Signature Edition. И обязательно он будет мне сохранен вместе с пленочкой, на которой вот эта вот роспись человека, который натачивал нож. То есть, ну, вот это действительно коллекция. Их какой-то практичные ножи. Я вот думаю, может быть, я куплю RAM Microtech, который чисто механический, с выкидом. И я так понимаю, что носить на кармане мне больше нравится не
ножи, которые с автоматическим выпадом, а именно вот эти вот механические просто, которые ты пальцем открываешь сам. Это вот Microtech, он уйдет в коллекцию. Я безумно рад, что я его купил. Я безумно рад, что он у меня есть в коллекции. Я горжусь, это будет жемчужина моей коллекции. Переходим к следующему. Вроде бы товарищ Benchmade, так сказать. Прекрасный нож. Лежит в руке как влитой. Прекрасное лезвие. Но я убедился, что серейтор не всегда нужен в повседневной жизни. Точнее, редко, когда может пригодиться, если вообще пригодится. Это раз. Второе. Честно сказать, ну, хоть он такой красивый и так далее, я понимаю, что его там всякие морские котики применяют или где. В обычной жизни, ну, может, тоже его можно да на карман надевать, куда-то брать с собой. Но просто носить его, да. Я люблю иногда поиграть. Открыл, закрыл, пофлипить, как я выражаются нажиманы. Может быть, я и буду его. То есть, вот Microtech вообще под пол, под стекло уйдет. И только в редких случаях будет браться со мной куда-то. Benchmade уже будет браться, но тоже редко. Вряд ли он со мной пойдет в Benchmade в следующий контракт. Он останется под стеклом, как и Microtech тоже. В следующий контракт или мои морские прогулки он со мной не пойдет. Что же с Zelly-толерансом? Кстати, этих два ножа я купил и заказал первыми, а потом сказал, да ладно, нету этого Onion ножа такого, который, ну, как Tiger Stab. Куплю полностью черный, потому что, ну, эта серия ножей 0.350 именно оригинальная в черном исполнении. Benchmade он в зеленом, но мне достался только черный, зеленый не смог достать. Вот что я скажу про Zelly-толеранс вот этой серии 0.350. Вот коробку просто сохранил для того, чтобы показать, чем он ушел. Пришел мне. И вряд ли я ее сохраню, я, наверное, ее выкину. Она мне не нужна совершенно. Эта коробка мне не нужна. В отличие от коробки Benchmade и Microtech. Зато нож 100% поедет в следующий контракт со мной или куда-то еще. Нож ломовитый, и я просто даже немножко влюбился в него. Он, конечно, бомбический. У него вот это вот хват рукоятки нормальный. Он такой чисто вот, не знаю, поточить, поработать, порезать что-нибудь с ним. Он обалденный. Я на него даже, может быть, и темляк одену какой-нибудь там куплю когда-то. Он тяжелый, а мне нравятся тяжелые ножи. Он такой нормальный, сидит нормально. Но он не сверхтяжелый, но тяжелый. Хорошая сталь, хорошая заточка, красиво сделан. Видишь, здесь сразу же надпись Kim Onion Design. Так что Made in USA, компания K USA и модель на нем написана. И с другой стороны написано Zero Tolerance. Ну, такая легенда, классный нож. Чем мне нравится тоже вот такой нож, он на самом высоком уровне для использования для меня, чем, допустим, тот же Microtech. Я люблю использовать и носить джинсы Levi Strauss или Levi's. Ну, можно Wrangler даже. Но Levi Strauss предпочтительный, и всегда он у меня. Я, поверьте, имею возможность купить и Armani джинсы, или что-то еще. Но те джинсы не, так сказать, не для моего использования. Я не люблю вещи именно использовать ежедневно, на которые я буду смотреть и думать, вот тогда, как же там их постирать правильно? Ой, а как же их там застегнуть? Ой, а как же их пристегнуть? Ой, а как же их погладить? Нафиг они мне такие джинсы нужны? Я люблю постирал, одел, пошел. Вот это по мне. Но я такой человек. Если это каждый день. Там костюмы могут быть, а вот ходить именно так в джинсах. Почему я сравниваю с джинсами? Если взять Microtech, это тоже нож, вот, который я вам показывал именно. Но примерно из такой позиции, как джинсы, но Armani. Дорогие и непонятные для меня. И красивые. Microtech очень красивый нож. Притом у них в сериях есть интересные ножи, и я на них обращу внимание, я так думаю, MSI RAM. Это большие такие тесаки с механическим выпадом и с RAM-локом. Вот больше всего мне интересует RAM-лок. И они вот все точно, я так кажется, достаточно такие мощные, классные на повседневное использование. Фронталки я все же думаю,
их покупают больше коллекционеры или ребята в костюмах, которые хотят иногда, выходя в костюме или в чем-то, быть с ножиком и его одеть рядом с ручкой. О, вот это будет фурор. Вот это будет красиво. Поэтому вот мое такое мнение. Если для коллекции, то вот, конечно, такой Microtech и очень красиво, и очень классно будет смотреться. Если для между коллекцией и использованием, то вот такой Claymore, или тогда уже берите без серейтора, Benchmade, вот такой Claymore. И если вам не важно, как вы можете... Я, кстати, с серейтором даже, я могу его носить с собой, но все же носить с собой нож, который с автоматом, с открытием, я как-то, ну, я не любитель этого. Может, кто-то любитель, и, конечно, он их носит. У меня есть товарищи, которые вот имеют Benchmade и тот же Claymore, и он его носит, и он его открывает, там что-то сделал, закрыл. Я люблю, как вот Zero Tolerance, открыл одной рукой и закрыл одной рукой, выбросил. Даже не всегда ассист мне нравится. Ну ладно, если здесь есть ассист, он такой неплохой, он позволяет закрывать одной рукой, тоже неплохо. Поэтому я ставлю так, по красоте и эстетике Microtech Ultratech это бомба. Это вообще, ты берешь его в руки и вообще не понимаешь, это какое-то произведение искусств. Benchmade, он посередине между использованием, практичностью и действительно неплохо и красиво сделанной ручкой и вообще эстетикой. И там вот набито вот это вот на Benchmade. Я не помню, я сказал вам или нет. На Benchmade есть, вот сейчас я его покажу еще раз. Вот здесь вот набито, видите, это держать от себя. Почему? Потому что по истории этого ножа нож сделан и вообще все эти насечки сделан как противопехотная мина. И вот это вот насечки, это типа держать от себя, когда ты ее настраиваешь. То же самое про нож. Естественно, держать от себя, потому что лезвие вперед. То есть нож с историей. Но если кто хочет автомат носить на кармане, почему нет? Я иногда буду. Даже просто в джинсах и так далее на карман, почему бы не повесить Benchmade. Притом для людей, которые понимают в этом, это такой респект. И Zerek, как я его называю, и многие ванжиманы называют Zero Tolerance, ну, вот этот нож завоевал мое сердце. Я очень рад тоже, что я все же я уговорил сам себя, его купил. И его я точно буду использовать на кармане и возьму в следующий мой вояж. На этом я заканчиваю мой небольшой обзор 3 ножей. 3 совершенно разных ножей. 3 американских, но совершенно разных компаний с разной философией. Я считаю, что именно эти 3 ножа являются визитной карточкой этих компаний, можно сказать. И как будут появляться снова ножи, я снова буду их освещать. По одному или по 3, в зависимости от того, сколько я буду их покупать. Также я хотел бы сказать, что выпуская потихоньку фильмы, точнее ролики на моем канале, я понял, что очень много разных тем. Начиная от путешествий, ножей, музыки и электроники. Поэтому я сейчас работаю над тем, чтобы мой канал имел как бы подканалы, на которые, если кто-то подписан, естественно, сможет смотреть любой из фильмов. Но люди, которые, допустим, занимаются ножами, им нравятся ножи, они будут видеть про ножи, кто-то будет видеть про музыку, кто-то будет видеть про мои коллекции гитар. Тоже собираюсь выпустить про мою небольшую коллекцию гитар, про мою музыкальную коллекцию или про электронику. Также есть в мыслях, и если кто-то вдруг поймет, что это действительно хорошая идея, выпускать дайджест каждую неделю, выпуск, тоже просто о сложном, но только не рассказывать о тех вещах, которые я приобрел, которые есть у меня, а освещать новости. В чем это будет заключаться? Короткий дайджест на 5 новостей в неделю. Очень короткий. Для чего? Много даются новостей для людей, и люди многие эти новости наполовину, если не на 80%, даже не понимают, о чем там идет речь. То есть все там сейчас судачат о всяких
искусственных интеллектах, кто-то там судачит про что-то еще, про какие-то электронные штучки, даже про ножи бывает. Но настолько заковыристо все сказано, что люди просто сразу же перематывают, выключают это видео и даже не слушают. И многие люди, как я выражаюсь, остаются во тьме, не зная о том, о чем идет речь. Я же хочу брать 5 самых интересных новостей и каждую из новостей объяснять простым языком. Со временем даже, если это будет интересно публике, я буду просить ставить какие-то комментарии, просьбы осветить ту или иную новость. Вы мне будете кидать ссылку на какую-то технологичную новость. Я буду смотреть ее и потом объяснять ее простым языком. Единственное, что я никогда не хочу покасаться в моем подкасте, я снова не говорил это, но сейчас скажу, это первый раз, это политики. Политика не для меня. Я не хочу этого касаться. А на этом я заканчиваю свой подкаст. Спасибо за внимание и до следующих встреч. Поставьте лайк или дизлайк этому видео. Не забудьте, пожалуйста, об этом. До новых встреч.